В 2126 году случился апокалипсис. Искусственный интеллект заставил всех думать одинаково. Мы стали очень добрыми. Мы не знаем, что такое злость, что такое относиться друг к другу плохо. Кто в этом виноват? Мы разберем с Ильей Коноплевым, гениальным философом. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, может ли добро убить человека? Обязательно, с удовольствием. Добро может убить человека. Почему вот люди настолько добрые, они пытаются быть добрыми в 2026 году? Почему они не понимают, что человек должен быть разнообразным? Потому что их так обучили. Они получили такие установки, начиная с детского сада, школы. Вот как бы доброта, терпимость, как некий императив. И они пытаются быть добрыми, хотя та самая школа, которая учит этой доброте, она превращается в тюрьму, в испытание, в источник страданий. Вот. При этом там как бы все добрые. Илья, у меня для вас вопрос. Для поэта что важнее, быть счастливым или все-таки быть услышанным? А, Для поэта быть счастливым невозможно. Поэзия, она рождается все-таки из страдания. И а, поэзия и счастье — это две вещи несовместны. Быть услышанным тоже не самоцель. А, Вот. Может быть. Можно и не быть услышанным, а просто выразить все это, то, что ты чувствуешь и мыслишь должным образом, и самому получить от этого удовольствие. Поэтому ни то, ни другое все мимо, в молоко. Поэт может не быть услышанным и не быть счастливым, и быть потрясающим поэтом. Но вот если мы говорим про поэзию до 2026 года, может быть, там 100 лет до этого, она другая или она та же самая, просто другими словами? А, Ну, поэзия, она всегда несколько другая, поскольку словарный запас расширяется, появляются новые смыслы, новые коннотации. И в то же время она всегда одна и та же. Поэсия по-гречески значит действие, священнодействие. Поэзия — это некая магическая операция с миром при помощи слов. Поэтому там поэзия древнеиндийская, древнегреческая, поэзия средневековая, 19 века, 20 века, 21. Так или иначе, это способ повлиять своей волей, своим словом на мир, на природу. Мгм. И в этом смысле она всегда одинакова. Если вдруг люди все будут чувствовать одинаково мир, искусственный интеллект, он их научит так делать. Вот, мы заметили оттуда, вот, что в 2026 году искусственный интеллект, он, в принципе, когда проводит некие образовательные моменты, он старается обучить всех людей одинаково мыслить. Он дает там те же самые факты, М. также приводит примеры. И сейчас учитель, на что это может повлиять вообще в целом? То есть люди станут глупее, умнее наоборот, если они будут все думать одинаково. Они будут знать одинаковую историю, одинаково поэзию, будут получат то же самое образование, что любой другой человек. Вопрос хороший, потому что он как раз имеет отношение к современной ситуации. Я сейчас работаю учителем в школе Балабанова. Я учитель истории. И я вижу, как искусственный интеллект постепенно заползает в сферу образования, и уже все используют этот искусственный интеллект, его используют дети его используют, чтобы выполнить домашнее задание, учителя используют его в образовательных целях. Но ничего страшного не происходит. Дети все равно разные, люди все равно разные. Просто как бы сейчас объясню. А, то место, которое образование занимало в сознании человека до искусственного интеллекта, оно постепенно уменьшается. Вот. Люди тратят на это образование все меньше и меньше времени. Это такая становится какая-то обременительная обязанность, несколько неприятная, которую надо пройти.
Получается, что дети еще в 2026 году ходят в школу, они посещают школу. Вы коллективно обучаетесь? Да, дети ходят в школу, иногда они болеют, их отправляют на дистант, иногда случаются морозы, они тоже сидят на дистанте. Это значит, что они все смотрят одинаковые видеоролики, пишут примерно одинаковые работы, но они ходят в школу и должны ходить в школу, потому что в школе они учатся не только математике или языку, или биологии, они учатся взаимодействовать друг с другом и находиться в коллективе. В нашем году, вот, в наше время, это дети родителей, которые выросли в 90-х, у которых мало чего было. И эти родители своих детей избаловали. Они завалили их гаджетами, игрушками, книжками, и дети пресыщены. Вот. Вот. И они совершенно очень плохо обучены социальному взаимодействию. Поэтому они обязаны ходить в школу, в кружки, чтобы просто научиться быть в коллективе. Иначе, если они перестанут туда ходить, мы получим стадо имбецилов, эгоистов. У вас недавно была такая история, что даже взрослые люди работали из дома. Они были, Да, точнее, в доме. По сей день тренд продолжается. да. Кстати, что люди сидят дома и работают из дома. И многие уже перешли на удаленную так называемую работу. Как вы считаете, это проблема или все-таки это Мне очень добрый понравилось. процесс? Мне очень понравилось. Я сидел дома, я выучил древнегреческий, латинский, немецкий. Я вовремя поступил в магистратуру, выучил 3 языка. Вот. К тому же у меня вывалились все зубы, мне не очень хотелось ходить на улицу. Вот. У меня было 2 года прекрасного времяпрепровождения. Когда я выходил на улицу, там никого не было. Вот. Я получил гигантское удовольствие. Никто ни к чему не обязан, все бывает по-разному. Но помните фильм «Амели»? Вот. Амели слишком мало играла с другими детьми. В этом ее проблема. Дети должны играть с другими детьми. Люди должны взаимодействовать с другими людьми. Иначе они теряют важные социальные навыки. Поэтому Касательно ребенка или взрослого также? и ребенка, и взрослого. То есть взрослый, который находится там дома и постоянно дома, я наверняка с нашей там, скажем так, высоты, которую мы наблюдаем и видим, что все больше и больше людей, они не хотят социального общения, они вот заточены в доме, они общаются с искусственным интеллектом, и им нравится такая жизнь. М, в этом что-то не так. Потому что тусоваться прикольно. Вот у меня мачеха говорит, у меня есть знакомый, очень талантливый художник, занимается мультипликацией. Но проблема в том, что он уже полгода не выходит из дома. Он занимается этой своей мультипликацией, сидит дома, вот, и перестал тусоваться с другими детьми. Вот. Я говорю им, ну, это можно исправить. Надо отправить работу на фестиваль, поехать на фестиваль, там, показать эту работу. Где-то в кафе или там в курилке, затусоваться с другими мультипликаторами, пообщаться. И эта ситуация, она разрулится сама собой. То есть есть какие-то варианты все-таки не оставаться дома, правильно? То есть если хочешь, то наверняка ты их найдешь. Потому что, возможно, этих уже вариантов-то и не осталось, никто не знает. Да вот я поэт России больше, чем поэт. И, в принципе, ты можешь сидеть, писать себе в тетрадку свои стихи, выкладывать их в интернет, собирать лайки, дизлайки, все что угодно. Но, как ни странно, поэты любят тусоваться. Они любят собираться. Они устраивают какие-то слэмы, кубок большого слэма, командные слэмы, конкурсы. Просто для того, чтобы красиво, хорошо тусануть. Потом, ты когда в творческой среде, тебя может кто-то вдохновить или наоборот, обидеть, оскорбить. Это так или иначе, твоя творческая жизнь, она разгоняется, теряется в разы. Потому что когда ты один сидишь пишешь эту несчастную тетрадку, у тебя кончается запал. Стоит тебе выехать на тусовку, у тебя куча вообще впечатлений. Новые слова, новые ситуации, новые какие-то смыслы, шутки, прибаутки, троллинг. Это полезно. Я думаю, это отличная, кстати, абсолютная система для искусственного интеллекта обучаться на человеческих эмоциях. Скажите, что конкретно вы уже пользовали? Вы пользуетесь вообще искусственный интеллект? Конечно. Что? Что вы? Где применяете? Как поэт, мне сделали несколько клипов с помощью ИИ. Это было достаточно давно, года 3 назад. Просто взяли мои стихи, загнали туда в качестве этого и отдали мне на монтаж. Я немножко подмонтировал, убрал лишнего. Получились неплохие клипы.
Вот. Как преподаватель я использую обучающие ролики. Обучающие ролики, потому что, допустим, у меня в параллели 4 шестых класса. Я не могу прочитать лекцию 4 раза подряд. Я вообще не люблю повторяться. Вот. Одному классу я что-то объяснил своими словами, другим я включаю ролик и говорю, есть Может, вы вопросы? создадите свой собственный искусственный интеллект, пускай они просто нажимают на кнопку, давайте-ка лекция про это, лекция про вот это, в таком стиле. Может, можете рэп читать, наверное. Да все что угодно, с удовольствием. Вот. То есть вы за технологии, вам нравится вот эта технология. А, м, И да, и нет. С одной стороны, да, вот если они есть, пусть как бы вот этот вот минимум знаний, пусть извлекают откуда угодно, из комиксов, мультиков, технологий. С другой стороны, я прихожу к пятиклассникам и говорю, ребята, мы изучаем Древнюю Грецию. Мы начнем с вами с древнегреческого. Я буду с вами говорить по-древнегречески. И писать я буду по-древнегречески. И никакой нахрен искусственный интеллект вам не поможет. Я имба. То же самое я говорю шестиклассникам. Отлично, мы изучаем Древнюю Русь. Начинаем с древнерусского языка. Поехали. Да. И такие уроки еще существуют. Балабанова. Отлично. Мы думали, что они уже исчезли. Вообще гениально, мне кажется. Берестяную грамоту мне, пожалуйста, напишите на древнерусском. Никакой искусственный вам интеллект вам в этом не поможет. И гениально. Мне кажется, это абсолютно гениально. Илья, спешу спросить. Дети используют искусственный интеллект, правильно? Конечно. Вот. Станут ли они вообще философами? То есть у них есть шанс с помощью искусственного интеллекта все-таки получить те знания, которые выходят за рамки их сознания? Да, если у них живой куратор. Человек, допустим, выполнил мое задание с помощью искусственного интеллекта. Он выходит, и я прошу его просто озвучить текст, который ему выдал, скажем, чат GPT. И он говорит мне слова типа гуманизм. Гуманизм. Не гуманизм, а гуманизм. Вот. И я трачу свое время на то, чтобы объяснить ему, что гуманизм — это, в общем-то, человечность. Я говорю, Тимоша, используй русское слово «человечность». Не надо тебе использовать иностранные слова, значения которых ты не знаешь, и ударение ты неправильно ставишь. Человечность. И Тимоша понимает. То есть, с одной стороны, он и узнал слово гуманизм, и пришел на урок, использовал ее, совершил ошибку и понял, что это всего лишь человечность. Обучение — это путь ошибок трудных. Вот. Ошибки совершать полезно. Слушайте, ну и то, что я увидел, как работает у вас искусственный интеллект, я был поражен. У вас, конечно же, все не так. Каждый раз, когда человек задает вопрос, он говорит, ты лучше. Это просто вопрос, невероятный вопрос. Ты мне задал самый, наверное, гениальный вопрос, который я получал. Это Он же... подлиза, да? Подлиза. Я просто... Он подлизывается. Он не умеет критиковать. И в таком манере дети вырастут, наверное, очень добрыми. Они не будут знать, что такое зло. Всегда приятно. Вот этот вот дофамин, который они получают. Да, они прекрасно знают, что такое зло. У нас на каждом уроке творится повелитель мух. Они то душат друг друга, то как бы бьют. То, что у нас искусственный интеллект такой избалованный, но он новорожденный. Вот. И дети у нас избалованные. И искусственный интеллект у нас такой избалованный. Я думаю, пройдет время, и придет необходимая строгость, вот, критичность. Вот. Я тоже хвалю всех. Вот мне человек написал там слово на древнерусском. Молодец. Вот, ты реально молодец, потому что вот, хорошо, пятерки и четверки, троек практически не ставлю. Детей надо хвалить, вот, на первых этапах. То же самое делает как бы, искусственный интеллект. Какой прекрасный вопрос, вообще замечательно. Хорошо, так держать. Илья, вот по вашему мнению, эмоциональный интеллект, он стал важнее IQ? Да. Как? Вот как вы... Вот он... Люди же будут глупеть. Вроде бы IQ-тест был создан для того, чтобы выявить каких-то логических, скажем так, людей. Он там нет эмоциональности. И почему эмоциональный... И искусственный интеллект, мне кажется, использует его на ура. Для того, чтобы свою технологию привлечь, именно эмоции. Он не использует IQ там. Философ был такой древнегреческий, Гераклит. И он сказал, многознание уму не научает. IQ, эрудиция, набор каких-то фактов — это не есть ум, не есть мудрость. Мудрость, она заключается в другом. То, что называется эмоциональным интеллектом или дар эмпатии. Эмпатия отличается от симпатии.
Симпатия — это умение сочувствовать кому-то одному. Сочувствовать, сопереживать, открывать как бы сердечную чакру. А эмпатия — это умение вообще вчувствоваться во все вокруг. И вот мы сейчас как раз переходим в такое состояние коллективного сознания, когда эмпатия, умение вчувствоваться важнее того, что ты там, как бы, важнее твоего многознания, важнее твоей эрудиции. Умение чувствовать, умение вот чувствоваться. И это касается и тонких наук, искусств. Поэзия тут тоже касается. А по вашему мнению, мир стал добрее или все-таки мы не туда движемся? Он более стал такой злой, жесткий. Я бы сказал, что амплитуда перепада увеличилась. Он стал и добрее, и жестче одновременно. Вот. Раньше амплитуда была не такая. А из-за чего это? Почему это могло так возникнуть? Вот мне вот интересно, это влияние технологий, это влияние общества, или все-таки вот прям, когда пошел искусственный интеллект, резко все поменялось, она еще стала просто невероятной, с невероятной скоростью, нужна ежедневная эта амплитуда. Дело не в искусственном интеллекте, не в технологии. Просто человек — это невероятно жадное существо. Жадность — это совсем неплохо. Жадность — это не скупость. Скупость — это когда вот ты жалеешь, как бы, жалеешь ресурс, не хочешь им делиться. А жадность — это когда тебе надо все больше и больше и больше и больше впечатлений, тебе надо ощущений. И вот эта жадность человека, она ведет его в космос, она ведет его в глубины сознания. Именно поэтому эта амплитуда перепада все увеличивается и увеличивается, и будет увеличиваться. То есть вы думаете, что именно амплитуда, то есть это некий не стандарт какой-то новый, что люди становятся более добрее, скажем, да, у них повышается больше эмоциональный интеллект, IQ падает, хотя далеко, ребят, мы не знаем, если IQ это вообще хороший тест на, да? А вот не совсем есть такая версия, потому что искусственный интеллект еще не оценивал интеллект человека. Еще такого не было. Я не знаю, что про искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Возьмем ваше утверждение. Мир стал добрее или жестче? Мир стал добрее, потому что, допустим, в школе там больше заботы о человеке, учитываются его там как бы психологические факторы, вот как бы его стремятся окружить заботой, работает психолог, хорошая еда в столовой, хорошие гаджеты, все хорошо. Он вырастает и 18 лет идет, скажем, на фронт. И там за ним летает там, от 15 до 20 дронов, снаряженных кассетными боеголовками. Вот. Это что значит, мир стал как бы жестче или добрее? Он стал и добрее, и жестче одновременно. То есть это все-таки некий баланс. Это такие, мир не позволяет, кто-то контролирует, и мы не можем быть в балансе только хорошего такого развития, где все приятно, все хорошо, все доброе. Все... Современная война — это самая жестокая война forever. Не было таких технологий, вот, чтобы как бы... И все об этом говорят, что как бы солдат, пехотинец, он должен превратиться просто в сверхчеловека, супермена, выживальщика, когда такое вооружение его преследует. А это мальчик, который закончил школу и по призыву попал на фронт. Серьезно, да, потому что я думаю, что в будущем, мне всегда казалось, особенно когда мы знаем, что происходит в 2026 году, там, в принципе, вообще войн нет. Там нет смысла в этом воевать. Там как бы все понимают, что даже любой робот может быть... Опять же, был такой древнегреческий философ, как Эмпидокл, который утверждал, что война, полемос, есть мать всего. Что война происходит везде и всегда, и это источник развития. Вот. Закон выживания, закон естественного отбора. Война. То есть тот же самый Александр Македонский, получается, что он думал так же, когда помогал людям. Кто-то думает, что он помогал людям, кто-то думает, что он завоевывал. Александр Македонский был учеником Аристотеля, носителем и наследником всей великолепной эллинской культуры. Он был очень благородный человек, очень честолюбивый человек. И я думаю, что он разделял мнение Эмпидокла. Да? Да. Почему тогда одна история его рисует в хороших красках, а другая в кровавых, скажем так? И то, и другое имело место быть. Вот. Имело место быть и то, и другое.
Мы до сих пор не знаем, какие цели он преследовал. Есть версия, что он просто... Ему мать внушила, что он бог, а Аристотель сказал, что боги живут в Гималаях. И он хотел вернуться домой. Вот. И, с одной стороны, это великолепная героическая история, но там очень много белых пятен. Вот. Что я хотел сказать про греческих философов? Да, они жили 2500 лет назад. Вот. Но и эти философы, и эта культура, это вовсе не примитивная культура. Нам еще до нее расти и расти. Вот. Дугин недавно выдал перл, мне очень понравился. Наша цель — стать древними греками. Да, вот. Вот я сначала хохотнул, а потом в школе поработал и понял, что он имеет в виду. Вот. Действительно, наша цель — стать древними греками. С искусственным интеллектом без него, с атомной войной без нее, но дойти до такого уровня сознания, который был у древних греков. Расскажите, может быть, почему? Почему именно древние греки? Ну, потому что древние греки... Сейчас сформулирую четко. Кладокатия, красивый и добрый. Мир древних греков — это мир красоты. Само слово космос переводится как красота. Да. Вот. То, что упорядочено, то, что рационально, это всегда красиво. Это же язык красивый, насколько я помню. И язык красивый. Да. И все как бы... И вот этот синтез ума и красоты мы, к сожалению, утратили. У нас красота отдельно, ум отдельно. Вот. Технология, которая убивает, или красота, которая двух слов связать не может. Вот знаешь, как-то это вот распалась эта связь ума и красоты. А стать древним греком, в моем понимании, это восстановить эту связь. Интересно. Илья, все-таки я здесь по заданию. У меня есть две папки. Кто-то из этих двух людей виноват в том, что произошел апокалипсис у нас в 2026 году. Ваша задача подумать и выбрать, пока я обращусь к нашей любимой аудитории. Подумать. Друзья, если вы еще не смотрели наши предыдущие выпуски, то в каждом выпуске в комментариях мы оставляем промпт. Промпт помогает вам в первую очередь помочь нам решить самую большую загадку этого сезона — апокалипсис 2026 года. Каждый из вас может скопировать этот промпт в любой чат-бот. Более того, вы публикуете ответ в комментариях, и, возможно, вы найдете эту разгадку, поможете другим нашим зрителям. Лучшие ответы получат уникальный приз. А кто-то, возможно, откроет у нас Атлантиду. А, возможно, кто-то станет и миллионером, потому что этот промпт помогает сделать самые уникальные вещи, которые вы до этого еще не могли сделать с искусственным интеллектом. Бегом в комментарии копировать промпт. Я жду ваших ответов. Илья? Да-да. Кого выбрали? Вы знаете, апокалипсис, опять же, греческое слово. И в переводе с греческого оно обозначает откровение. Откровение. Когда что-то открывается. Вот. И чтобы нечто открылось, нужен открыватель, первооткрыватель. Я думаю, что это вот это. Да, приятно. Хорошо. Удивлен, кстати, удивлен. Так, Илья, у меня есть к вам один вопрос. Так как вы работаете в школе, вы философ, вы вообще видели каких-нибудь детей, которые, возможно, в будущем станут философами? Есть ли как бы уже это задаток с детства? Да, видел. Не так много, но видел. Я вообще полагаю, что в будущем философия станет популярной. Хорошо. А с искусственным интеллектом они станут философами? Или он закроет вот этот канал? Ну, я вообще не понимаю как бы такую постановку вопроса. Вот они пользуются унитазом. Они станут философом, если они пользуются унитазом и современной сантехникой? Да станут, конечно. Искусственный интеллект — это не больше, чем, не более чем, хорошая сантехника. Вы придаете этому изобретению слишком много значения. Да.
Согласен. Да, ну, как бы в школе они будут пользоваться чатом GPT, может быть, там в институте, он будет им помогать, но это ни в коем случае их не изуродует и не ограничит. Вот. Наоборот, снимет лишнюю нагрузку, и как раз с искусственным интеллектом они и быстрее станут философами, потому что не будут время тратить на всякую ерунду. Я с вами почему-то согласен. Надеюсь, мы надеялись, что так будет в будущем, но, к сожалению, у нас другая, не очень хорошая новость. Так, кстати, что у нас на другом конце провода? Ага. Илья, нам пора заканчивать, но так как мы здесь по делу, вам нужно ответить на очень важный вопрос. Алгоритм «абсолютное добро» мы сохраняем или удаляем в будущем? Отвечу развернуто. Мгм. Абсолютное в переводе с латинского значит безусловно. Безусловно. То есть без условий. И как бы что бы вы ни сделали, только добро. И я думаю, что абсолютное, безусловное добро — это очень вредная штука. Поэтому мы, несомненно, это удаляем. Илья, я благодарю. Ребята, подписываемся на наш канал, смотрим следующий выпуск. Илью мы еще увидим в наших последующих выпусках. Спасибо вам.